Мы присмотрели машинку. Вот теперь думаем. В общем, Пыжик 2011 года. 6200 евро. Вот такая вот. Конечно, я хотела очень автомат. Это машина автомат. Но, конечно, старенькая 2011 года. Поэтому в каком состоянии у нее там автомат, этот не знаю. В общем, мы думаем. Машина мне очень понравилась. Всем привет! Мы искали бруски для того, чтобы сделать такую конструкцию, чтобы вешать мои картины, но внезапно нашли себе машину. В общем, мы сейчас едем, ждем мастера, который разбирается в этом, специалиста в машинах. В общем, он посмотрит, он занимается ремонтом машин и профессионально подборкой машин. И он даст свою оценку, в каком состоянии эта машина. Если там все хорошо, то мы ее возьмем. В общем, в наши планы входила покупка машины, но мы не думали, что прям вот сейчас. Как бы планировали, ну когда-нибудь. И вдруг мы зашли полюбопытствовать и увидели то, что хотели. Вот прям тот вариант, что мы искали. Поэтому, если окажется действительно, что она в хорошем состоянии, там нет проблем каких-то глобальных, нерешаемых, то мы ее будем покупать. Вот машина, которая нам понравилась. Сейчас вот молодой человек профессионально разбирается, который имеет свой сервис здесь, Сербия. Он сейчас проверит все и как бы будет понятно, в каком она состоянии, стоит ли нам ее брать. Вот. А так, конечно, она мне прям очень понравилась. Все параметры, которые я хотела, в ней есть. В общем, будем смотреть. Сейчас, пока я так понимаю, он проверяет толщину покраски, да, это получается толщина покраски, да, то есть крашеная ли она или нет. Внешне на ней нет ничего такого, чтобы какие-то там царапины были, удары. В общем, ну, конечно же, ничего такого внешне нет. Внутри тоже салон идеальный. Вот такие стояночки, где продаются машины. В основном они все уже без номеров стоят. Вот эта дорога ведет из центра города Ниш в сторону Ниш-Кабани. И здесь их, по-моему, 4 площадки такие. Вот. Мы на такой одной находимся. Вот тут же рядом за забором еще одна. Сначала мы зашли туда, но там нам не понравилась ни одна машина. Ну, под наши параметры. И тут же за забором вторая площадка, и мы нашли вот машину Peugeot, которая подошла нам по всем параметрам. И сейчас, если Артем подтвердит, что она в нормальном состоянии, то мы ее купим. В общем, обзор хочу делать для вас, какие варианты существуют и сколько они стоят. Volkswagen. Значит, вот на него характеристики 2010 года, 5300 евро. Ну, на ручке, конечно же. Вообще в Сербии в плане кузова проблем практически не существует, я так понимаю. Потому что здесь условия природные, климатические. Нет никаких, не посыпают никакими реагентами. То есть в плане ржавчины здесь этой беды практически не существует. Вот такая машинёшка Citroën C4 дизель. Она 2009 года, 3800. Это все в евро. 3800.
То есть практически с кузовами здесь нет проблем. Но, конечно же, есть проблемы другие. Вообще в Сербии есть такой бизнес, я бы сказала, который состоит из того, что пригоняют машины из Европы, их тут немножко шаманят, либо множко шаманят, не знаю. Вот, и потом выставляют на продажу. Поэтому уж как их подшаманили, ну, конечно, не все такие машины, но вообще такой бизнес здесь существует. Как их сделали, хорошо или плохо, ну, самому Богу только, наверное, известно, поэтому всегда лотерея. И, конечно же, не то чтобы лотерея, а нужно обращаться к людям, которые разбираются в этом, что мы сегодня и сделали. Вот, в общем, я вам покажу варианты, что почем. Seat бензиновый 2008 года, 3 990 евро. Peugeot 7100 17 года. Такой нормальный, еще не старенький. В общем, вряд ли в салоне вы что-то увидите. Ну, зачастую в салоне все хорошо. Обычно приводят в порядок, все вычищают, все достаточно прилично смотрится. То есть здесь главное даже не салон, конечно же, а то, в каком состоянии у нее мотор, ходовая, в общем, все вот эти дела. Ну и, конечно же, кузов. Крашеный, не крашеный, битая, не битая, все вот эти дела. Опять же, 2017 год, Volkswagen Golf, 10 500 евро. Шкода Фабия, 4 950 евро, 12 год, бензиновая. Так-то понятно, они все выглядят неплохо. 6 500 евро, 2013 год, Kia Ceed. Fiat Panda, 2013 год, 5 600 евро. Citroёnчик C3, 2019 год, 8 350. В основном, конечно, в Сербии машины это механика. Если только это не совсем новенькие, какие-то дорогие. Вот, поэтому чаще всего это механика. Есть только две машины автомат. Это вот Mercedes, который стоит черненький. И рядом вот этот пыжик, который мы смотрим. Дальше. BMW, 2009 год, 7100. Серебристый. Ну, это уже хотела сказать наша, но еще не факт. Вот, в общем, та машина, которую присмотрели мы, которую Артем сейчас нам смотрит по состоянию. Дальше Fiat 500, 10 год, 4 650. Маленькая такая машинешечка. Mercedes 15 900. Дизельный, кстати, 16 год. Сузуки 11 250. Сузуки Витара, дизельная, 16 год. У меня в России была тоже Сузуки. Ну, такая маленькая, свифтик. Сузуки Свифт у меня была в России. Citroёn C3, 12 тысяч евро, 11 999. 20 год, свеженькая. Fiat, 16 год, 7 600. Fiat 10 года, 4150. Там Volkswagen еще какой-то в закуточке стоит. Ну там что-то нет цены. Ладно. Renault
Калеос. 12 год. 7900. Так, 2011 год Mitsubishi. Договорная цена. Вот цену не поставили. Договорная. И вот на некоторых типа как характеристиках нет цены. Видимо, это тоже договорное. То есть нужно звонить собственнику. Здесь есть телефон. Вот Opel Astra. Есть телефон собственника. 2011 года машинка. Цены нет. В Нише таких площадок много. Но вот в сторону Нишкобани их сразу 4. То есть можно, если вас что-то не устроило, проехать дальше. То есть не надо колесить по городу, искать. Здесь тоже никаких данных, есть только телефон собственника. Все. Volkswagen. 7-й год машинешка, тоже цены нет. Nissan. Ну вот по этой стороне, я так понимаю, все машины без цены стоят. То же самое. Nissan, характеристики и номер телефона собственника. Toyota, 16-й год. Да, тоже характеристики, цены нет. Ну да, как-то без цены не очень снимать интересно, но все-таки. Мерседес, старенький, 7-й год. Ауди. Volkswagen. Вот написано, кстати, из немочки. То есть пригнали из Германии. Да, я сейчас уточнила у работников, почему нет цены. Сказали, что да, некоторые не хотят указывать цену сразу и просто оставляют вот номер телефона собственника машины. И если какая-то машина понравилась, то звонишь и тебе говорят. Потому что, в принципе, собственники могут скидывать цену. Наверное, зависит от настроения. В каком настроении будет собственник, какую цену он вам и скажет. Mazda, 2010 год. Тоже цены нет. И Ford Fiesta, 12 год. Вот, в общем, на этой стоянке все машины показала. Рядом точно такая же еще и две вот в ту сторону. Но вид здесь шикарный. Эти горы. Красота. Пойдем к нашему Артему, что он нам расскажет. Всем привет-привет! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Спасибо, что продолжаете подписываться на мой канал. Сейчас я расскажу о том, что же все-таки в результате получилось с поиском и покупкой машины. В общем, как я уже сказала, у нас получилось, в принципе, спонтанно то, что мы нашли эту машину. Мы шли вообще по абсолютно другим делам и решили посмотреть на стоянке машины. И вдруг мы встретили машину, ту, которую я, в принципе, искала по всем параметрам. Мне она очень понравилась, но так как я особо не разбираюсь, мне нужна была профессиональная точка зрения, чтобы ее посмотрели. И такого человека мы нашли. Он приехал, все посмотрел, и выводы его были такие, что
Ну, машина как бы может быть и неплохая, но за эти деньги, если сразу вот сказать вывод, за эти деньги можно подобрать машину в лучшем состоянии. То есть, в принципе, эта машина требует уже вложений. И больше всего, что мне не понравилось, то, что было заявлено, что она проходила техосмотр, и там были поменены кое-какие вещи, сейчас я поподробнее расскажу. Но на самом деле, как сказал вот профессионал Артем, он сказал, что нет, они не были поменены, это абсолютно точно. То есть по ним видно, что они а, сильно, скажем так, сильно раньше когда-то их поставили. То есть они были поменены, но очень давно. То есть они уже изношены сильно. Что он в ней нашел? Как я уже сказала, по кузову она выглядела шикарно, конечно же, но он все померил, то есть толщину краски. Конечно же, она крашеная. Скорее всего, она не была ни в какой аварии. Ее просто подшаманили, где-то что-то зачистили, покрасили, чтобы придать ей хороший вид. И им это удалось, потому что выглядела она очень хорошо. На кузове ничего не было абсолютно. Были вмятины на крыше сзади, где багажник, потому что там был толстый слой шпаклевки, и, скорее всего, это были какие-то вмятины, но вряд ли она была в аварии. Скорее, это что-то на нее упало сверху. То есть какие-то были там неровности. Их тоже заделали, зарихтовали, закрасили. Тоже ничего не видно было. А, Значит, у нее было в документах указано, что она проходила, как это в Сербии называется, малый пригляд и великий пригляд. То есть это малый пригляд – это обычный техосмотр, а великий пригляд – это капитальный техосмотр. И там было заявлено, что были поменены у нее полностью система тормозов с колодками, в общем, все дела. Но когда он посмотрел, он сказал, что... и было указано, что она прошла на этих новых колодках на системе тормозов не больше 5 километров, где-то около 5000 километров. Не больше 5 километров. 5000 километров. Но на самом деле он сказал, что тормозная система в таком состоянии, что там минимум 50 000 километров. Вот, то есть уже обман. Никакой замены тормозов, там, тормозной системы там не было. Это раз. Во-вторых, он сказал, что у нее сильно скручен пробег. Прям, ну, сильно, чуть ли не в 2 раза. Там было указано 215 километров у нее пробег. Но по ее состоянию Артем сказал, что примерно 350, а может быть даже и побольше. На самом деле она прошла километров, 1000 километров. Вот, он посмотрел по состоянию ремня. Ремень был сильно такой, руль там поменен был, то есть руль, в принципе, хорошо выглядел, но состояние ремня, как бы говорил само за себя. Значительно больше ее использовали, чем там было указано. Вот. Но больше всего мне, конечно же, не понравился вот этот уже обман, то, что она проходила техосмотр, великий техосмотр, и что там были поменены, вот тормозная система была поменена. То есть, и она не была. И, конечно же, еще больше мне не понравилось то, что она автомат, и меня больше всего волновал этот вопрос, насколько состояние коробки автомат у нее в норме, так как ее эксплуатировали очень хорошо, большой пробег у нее. Вот, и он сказал, что, в общем, есть там косяки. Он почувствовал, что она там пинается немножко. То есть вложить ее, приобрести, вложить сразу в тормозную систему, поменять, это как минимум будет 400-500 евро. Плюс, не дай бог, коробка где-то 1500 евро. И вообще поменять ее в Сербии, говорят, непросто, потому что немного специалистов, которые могут это сделать хорошо, качественно. Вот. То есть это еще как минимум 2000 евро. За эти деньги можно приобрести в намного лучшем состоянии машинку. Пускай она такого же года будет, но она не будет настолько поношенной. Да? То есть не надо будет менять в ней что-то глобально. Вот. То есть вложить еще 2000 и как бы не ездить, приобрести и не ездить на ней, а заниматься ею, делать тормоза, там коробку, как бы нет. То есть в эти деньги за 6000 евро можно приобрести машину в намного лучшем состоянии. Поэтому он нам, конечно, не посоветовал ее брать.
И как бы она мне не понравилась, ну, чисто как женщине, конечно, она мне понравилась, потому что комплектация там очень хорошая, там есть все вообще. И панорамная крыша, конечно, когда я села в нее, так, ну, супер, мне понравилось, конечно, здорово. Но она, в общем, она ухайдоканная, конечно, в нее надо вкладываться. И я не хочу это делать. В общем, пока я не приняла решение дальше, что будем ли мы дальше искать, или пока, опять же, потому что в наши планы, как я уже сказала, не входил сейчас именно поиск машины. Мы хотели подождать еще, может быть, с полгодика где-нибудь хотя бы потом. А, но уже немножко захотелось машину. Поэтому проснулся аппетит, так сказать, и захотелось. Поэтому не могу сказать, сейчас продолжим мы дальше поиск машины или пока опять же оставим все это. Кстати говоря, интересно, Артем рассказал, это сразу предупреждаю, это не реклама, я нигде его контакты для связи не оставлю у себя на канале. Просто я скажу, что я сама неожиданно узнала, что, оказывается, есть вот такие вот услуги. То есть вот Артем чем занимается, да, мало того, что он просто смотрит машину, да, ну, естественно, это не за даром, любая работа должна оплачиваться, вот, и говорит свое мнение о ее состоянии. Также у него есть такая услуга, как подбор под ключ называется, машины под ключ. То есть он ищет машину по всей Сербии. В любом городе он может ее найти, он может съездить ее, привезти. Стоит это 300 евро. Также сюда входит, он делает техосмотр сам самостоятельно, получает его оформление документов, тоже он делает все сам. То есть он просто уже пригонит оформленную машину ну, под ваш дом. Вот так вот, и все. То есть меня, конечно, бы такая система покупки устроила бы, я бы хотела воспользоваться. Но просто я думаю сейчас, может быть, действительно это все не своевременно. Мы пока, наверное, еще подождем. Вот. Кстати, по поводу того, какие работы в Сербии. Вот смотрите, вот люди крутятся по-разному все, да. То есть в Сербии по большей части развит бизнес, такой частный бизнес, небольшой частный бизнес. Также и кто приезжает из России. То есть здесь не так много больших предприятий, куда можно устроиться, как мы привыкли в России, всю жизнь работать на какого-то дядю, вот, быть рядовым сотрудником. Здесь не так их много, этих предприятий, они есть, но их немного. И поэтому чаще всего люди занимаются каким-то своим делом. То есть открывают ИП и что-то, все что угодно это может быть, начиная от каких-нибудь кафешек, пиццерий, там, магазинчиков небольших до каких-то предприятий своих, но это ИП, автосервисы там и так далее. Вот. То есть также вот человек приезжает из России, и он должен понимать, что, может быть, он и не сможет устроиться на кого-то работать. Тогда ему нужно понять, чем я вообще обладаю, какими способностями, какими знаниями, которые я могу здесь применить. То есть что я могу делать. Вот. То есть иногда бывает легче найти работу вот таким способом. То есть вот, например, Артем, он хорошо разбирается в машинах, он понял, что как раз именно этим можно здесь заниматься, открыл свое предприятие, и мне кажется, он нормально существует здесь. Вот, все хорошо. Как же в нише сейчас уже жарко, 25. Так и тянет к воде. Ой, какая прелесть. Здесь тенечек и водичка. Ой, кайф. Все, я говорю, тянет к воде. Невозможно. Тепло стало и все. Хочу на море.
Тут лесенка такая есть. В водичке можно спуститься. Если смотреть на бегущую воду, то начинает кружиться голова от движения воды. Такое не очень приятное ощущение. Посижу чуть-чуть на лесенке. Конечно, вода — это сильная стихия. Она настолько успокаивает, когда смотришь на нее, течение воды. Правда, я в Сербии вообще не нервничаю, если честно, если на то пошло. Здесь, я бы сказала, наоборот, другая проблема возникает. То есть, как бы, приехав в Сербию, мы стали, наоборот, слишком спокойные, слишком, как это сказать, медлительные, что ли. То есть, расслабленные. Здесь жизнь совсем по-другому течет, идет, не знаю, совсем другая. Но мне нравится такая жизнь. Меня, например, наоборот, сильно тяготила вот эта вот суета. Москву я вообще никогда не любила. Я лет 8, наверное, прожила в самой Москве, а потом лет 15 в Подмосковье. Ездила на работу в Москву. И так и не смогла я привыкнуть ни к климату, ни к природе подмосковной, ни к образу жизни, ни к городам, вот, в котором я жила в городе. Ну, в общем, не мое. Я всегда скучала по Крыму, туда меня тянуло. Ну, я уже рассказывала, что возможности, конечно же, вернуться в Крым, ну, скажем так, она, конечно, существовала, но это не очень правильное решение с моей точки зрения. Поэтому я выбрала Сербию. А Сербия очень сильно похожа на Крым. Но мне не хватает моря. По морю я, конечно, скучаю. Ладно, такая лирическая обстановочка на такие лирические мысли наводит. Мы хотим на рынок сейчас зайти. И потом поедем опять в магазин «Ради сам», чтобы купить брусочки. Потому что машину мы решили не брать. Ну, 99%, что мы все-таки не будем ее брать. Вот, поэтому надо как-то вопрос решать с тем, как мне туда возить и как мне размещать работы, чтобы продавать. В общем, все, пошли мы на рынок, а потом в «Ради сам». Вода в Нишаве так блестит от солнышка. Сразу, конечно же, море напоминает. Блеск морской воды. Что там у нас? Светофор переключается. Какая красота. Виолы с тюльпанчиками.
Вот этот вход в крепость мне даже больше нравится, чем центральный. Он какой-то более уютный. Напоминает что-то такое европейское. Не знаю, итальянское. Я не знаю, что-то есть какие-то. Возможно, это вот из-за этих маслин. Вот здесь растущих. Но мы сегодня в крепость не пойдем гулять. У нас есть другие дела. Что, скажи что-нибудь? Хоть бы поздоровался с телезрителями. Здравствуйте. Как? Здравствуйте. Не здравствуйте. Здрасте. Или здрасте, или добр дан. Дорогие зрители. Вот, уже лучше. Скажи добр дан. Здраво. Всем привет. Как? Добр дан, драги комши. Да-да. А для русских? Что? Добрый день, товарищи. У нас нету такого соседа. Ну не товарищи. Не товарищи. Соседи, получается. Дорогие соседи. У нас это буквально читается. Просто друзья говорят. Добрый день, дорогие друзья. Да, Сербия обращаются. Комшица, да? Комшица, правильно. Типа соседка. Но вообще это не как соседка, дословно, а ну, типа друг. Так что в Сербии можно сделать вывод. Соседи это друзья. Ну, должны быть, конечно. Но бывает и не так. Судя по нашей бабушке злой. Так, мы прикупили яблочки снова на рынке. Вкусные. Сейчас я прям не дождусь, пока мы домой доедем. Помою фонтанчики, съем. Гольден желтенький. Ой, ой. Вот он, гольден желтенький. Петрушечка. По-сербски першун. Редиска. Ой, какая вода свеженькая, хорошо. Яблочки хочется очень. Пахнет, ой, здорово пахнет вообще. Айред этот называется сорт. Сейчас будем пробовать. Не, на самом деле не такое вкусное. Могло бы быть и вкуснее. Оно не такое сочное, как я ожидала. Но все равно хорошо, когда пить хочется. На, бери. Вот мы сегодня с рынка купили яблочки. Вот такие вот Golden по 120 динар. Второй сорт, забыла, как называется, но я уже попробовала, очень вкусные яблоки, сладкие. Тоже по 120 динар. Это меньше, получается, 100 рублей, 96 рублей. Вот такая редисочка, пучок. Тут ее немало. Сколько? 7 штук, она достаточно крупная. Вот, это молодой редис, 50 динар. То есть это 40 рублей. Дальше, петрушка, першун. Вот смотрите, какой толщины пучок. Он прям толстый, хороший, свежий, запах. Ну, прям вот она свежак, вот только что с грядки. 40 динар. 40 динар это 32 рубля. Вот такой пучок большой. Можно было купить 3 пучка, тогда на 100 динар. То есть еще дешевле. По 33 было бы динара. То есть это было бы вообще по 20, там 27 рублей. Вот, клубника, полкилограмма. Полкилограмма 200 динар.
Она в упаковочке. Не знаю, еще не пробовали на вкус. Вернее, мы раньше брали, уже пробовали, а именно вот эту упаковку еще не пробовали. Вот, поэтому вот тем, кто очень любит писать про то, что в Сербии все дорого. Вот смотрите, какие цены. Разве это дорого? И тем более за товар, который не в магазине вы купили, который вообще не пахнет ни яблоком, не имеет запах вот этой зелень. А эта зелень пахнет. То есть ты понимаешь, что она была только что росла на огороде, то есть ее вот только сорвали, она свежак просто. Вот, и тем более еще это дешевле, чем в России. Приятного нам аппетита! Мы обедать уселись. Хочу поделиться впечатлениями, какая на вкус редиска, петрушечка и ой, не морковь, клубничка. Вот в моем понимании крымчанки эта редиска идеальная. Она имеет чуть-чуть такой вот привкус горечи, чуть-чуть остроты. Но она вообще не горькая, она сладковатая и очень-очень сочная. Вот эта редиска идеальная. Ну, слушайте, вот такой пучок, там 7 штук было крупных, 50 динар. Но это же вообще за даром. Петрушку я уже попробовала. У нее сорт такой достаточно плотный и жесткие листочки. Я такой не очень люблю. Я люблю, когда она прям сочная такая, мягенькая. Вот. И клубнику еще не пробовала. Ну, она очень сочная, но сладости в ней нет, конечно. Мы брали до этого получше, повкуснее она была. Вот. Полкилограмма стоила 200 динар. Ну, она только началась. То есть это еще середина апреля. То есть, в принципе, такой клубнички, которая выросла вот на земле в огороде, еще нет. Это привозная откуда-то из Египта, по-моему. Это привозная клубника откуда-то из Египта. Вот, то есть, конечно, она такой сорт, который долго лежит, чтобы ее можно было транспортировать нормально.